Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для жилета. Узор простой, несложный, вяжется быстро и легко. Он одинаковый с лицевой стороны и с изнанки. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 12 петель. Для примера мы наберем 32 воздушные петли и провяжем один ряд столбиками с накидом. Мы связали первый ряд. Я связала первый ряд. Начало второго ряда 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Заходим во второй столбик и провязываем столбик с накидом 1. И далее нам надо провязать еще 2 столбика с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда. Провязали. Это есть начало второго ряда. 4 воздушные петли. Пропускаем 3 петли, 3 столбика внизу, заходим в четвертый и провязываем столбик без накида 1. 4 воздушные петли. Пропускаем 4 столбика внизу, заходим в пятый и провязываем столбик без накида 1. 4 воздушные петли. Пропускаем 3 столбика внизу, заходим в четвертый, провязываем столбик с накидом 1. 4 воздушные петли. Пропускаем 3 столбика внизу, заходим в четвертый и провязываем столбик без накида 1. 4 воздушные петли. Пропускаем 4 столбика внизу, заходим в пятый и провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. Пропускаем 3 столбика внизу, заходим в четвертый и провязываем 4 столбика с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда. А последний столбик мы вяжем в третью петлю подъема. Почему в третью петлю подъема? Чтобы у нас был ровный край. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Провязываем 3 столбика, столбик, столбик. Вот они у нас. 1, 2, 3. 1 воздушная. Заходим в арочку из 4 воздушных петель в предыдущем ряду и провязываем столбик без накида. Теперь нам надо большую в следующую арочку провязать 8 столбиков с накидом. В арочку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Заходим в следующую арочку и провязываем столбик без накида. Тем самым мы привязали этот элемент к основному полотну. 4 воздушные петли подъема. Заходим в следующую арочку, провязываем столбик без накида 1. Заходим в следующую арочку и провязываем 8 столбиков с накидом в одну арочку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь
Заходим в следующую арочку, привязываем этот элемент столбиком без накида. И в конце ряда мы провязываем 4 столбика с накидом, 3 столбика в столбик предыдущего ряда, а 4 столбик в третью петлю подъема. Мы с вами связали третий ряд. Начало 4-го ряда 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу и вяжем вот эти 3 столбика, столбик, столбик предыдущего ряда. Они у нас идут по всему образцу. О них можно даже и не говорить. 2, 3. Провязали. Теперь 1 воздушная. У нас есть большой элемент из 8 столбиков с накидом. Нам надо провязать 8 столбиков с накидом и пико между ними. Заходим в первый столбик, столбик с накидом, пико. Следующий столбик с накидом, пико. Следующий столбик с накидом, пико. 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 В конце мы вяжем последний столбик с накидом. Мы с вами связали этот большой элемент. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8 столбиков, и между ними пико. Теперь заходим в арочку по ходу вязания и привязываем этот элемент столбиком без накида. Заходим в следующий элемент, в первый столбик, провязываем столбик с накидом, пико. Заходим в следующий столбик, столбик с накидом, пико. Столбик с накидом, пико. Столбик с накидом, пико. И так до конца этого элемента. Провязала я до конца ряда. Получилось точно так же, как в первом элементе. Теперь мы заходим в арочку, привязываем столбик без накида. В конце ряда 3 столбика с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда, а последний столбик 4 в третью петлю подъема. Мы с вами связали 4-й ряд. Начало 5-го ряда 3 воздушные петли, переворачиваем работу, провязываем эти 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь смотрите, двойной накид на крючок. У нас в предыдущем ряду была 1 воздушная. Мы заходим в столбик
В арочку провязываем столбик с двойным накидом 1, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Заходим в третье пико, в середину, в арочку, и провязываем столбик без накида 1, 4 воздушные, 1 столбик, 1 пико, заходим в следующее. У нас получается 5, и провязываем столбик без накида 1, 4 воздушные, двойной накид на крючок, заходим в столбик без накида предыдущего ряда и провязываем столбик с двойным накидом. Мы выравниваем всю эту красоту вот этими столбиками с двойным накидом. 4 воздушные петли, заходим в третье пико, провязываем столбик без накида, 4 воздушные петли, пропускаем 1 пико, заходим в следующее, провязываем столбик без накида, провязали 4 воздушные петли, двойной накид на крючок, заходим в арочку после большого элемента, вот она у нас, провязываем столбик с двойным накидом, и последние 4 столбика мы провязываем столбик, столбик, 2, 3 и 4 столбик в третью петлю подъема. Это и есть секрет опытных вязальщиц, который кто-то рассказывает, кто-то не рассказывает. У нас, если постоянно вязать в третью петлю или во вторую петлю подъема, то будет ровный край здесь и здесь. Понятно, да? Мы связали 6 ряд, 6 ряд, 5 ряд. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ряд. Он у нас 5 ряд такой же, как и первый. После фундаментального ряда. Первый, где у нас были воздушные цепочки, воздушные арочки в фундаментальном ряду. Ряду. Начало 6 ряда. 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу, 3 наших этих столбика мы провязываем столбик, столбик, провязали, 1 воздушная, заходим в арочку, провязываем столбик без накида, далее мы заходим в следующую арочку, в центральную, над красивым элементом, и провязываем 8 столбиков с накидом в одну точку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Мы уже этот ряд вязали. 6 ряд такой же, как и 3. Заходим в следующую арочку, привязываемся столбиком без накида. 4 воздушные. Заходим в следующую арочку и привязываемся столбиком без накида. У нас точно такой же элемент здесь. Вот они, арочки. Теперь, где у нас центральное пико, есть арочка. Мы в нее провязываем 8 столбиков с накидом. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Провязали. Заходим в следующую арочку, провязываем столбик без накида. И в конце ряда мы вяжем 4 столбика с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда. 3 столбика провязали, а 4 столбик в 3-ю петлю подъема. Помним про секрет мастериц. Это у нас изнаночная сторона, ее видно. Когда на схемах будут говорить изнаночная сторона и лицевая сторона, она красивая. По краю. Начало 7-го ряда 3 воздушные петли и вяжем далее как 4-й ряд. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание модели, которую можно связать этим узором, я оставлю в ссылке под видео. А всем пока-пока.